Всем привет! Как вы уже поняли по названию видео, я буду сегодня шить простынь на резинке. Но это будет не просто простынь, а простынь, сшитая полностью на швейной машинке. То есть полностью без оверлока, без строчек зигзаг. Я покажу красивую ровную обработку, с которой справится даже новичок. И давайте вместе начнем. Я хочу скорее поделиться с вами этим способом. Шить я буду из хлопка 100% сатин премиум. Ткани предоставил магазин Unique Shop 24. Это прекраснейший магазин, я его от души рекомендую, потому что мы уже шили в прошлом году из ткани в этом магазине разные и пледики, и подушки, и качеством я очень довольна. Этот магазин я рекомендую. То есть Unique предлагает цифровую печать на натуральных тканях, таких как сатин, лен, и вы сможете сшить бортики, одеялки, гнездышки, на что хватит вашей фантазии. Unique – это собственное производство на современном европейском оборудовании, и они напечатают любое ваше изображение. Здесь я для себя выбрала вот такой вот отрез, он идет 80 на 80, как раз таки подойдет для круглой кроватки. Ткань предварительно нужно обработать утюгом с паром. И посмотрите, я складываю этот отрез в четверо, как показано на видео. Отмеряем нужный нам диаметр. Диаметр моего матраса 75 сантиметров. Значит, я 75 делю пополам. И получается 37,5 сантиметров. Я сразу в эту длину добавляю 1,5 сантиметра на припуск. И получается у меня 39 сантиметров. От уголка я отмеряю 39 сантиметров, как показано на видео. И посмотрите, какой получается аккуратный круг. Затем мне потребуется немножечко ткани. То есть я беру отрез белой ткани и отмеряю высоту моего матраса 10 сантиметров, плюс 5 сантиметров это на подгибку и плюс 5 сантиметров на припуске. Итого 20 сантиметров. А чтобы узнать длину, вы берете диаметр матраса, у меня 75, и умножаете на 3/14. Получается 235,5. Но я выкраиваю 240 сантиметров, потому что часть уйдет на припуске. И лучше пускай будет побольше, чем если нам не хватит. Я выкраиваю длиной отрез 240 сантиметров и шириной 20 сантиметров. Затем, посмотрите, как я делаю. Поскольку мы будем шить только на машинке, аккуратно все срезы, у нас будет все закрыто. Лицом к лицу прикладываем и нижний срез, немножечко, посмотрите, вот здесь я выпускаю. Там у меня остается примерно 0,6 сантиметра. И идем за машинку. Я надеюсь, что все очень хорошо видно. То есть, смотрите, лицом к лицу прикладываем. И сначала вот здесь вот я отступаю на припуск 1 сантиметр. То есть у нас там будет потом смыкаться как раз таки вот этот бортик из белой ткани. И я начинаю прокладывать строчку не сначала, а отступая 1 сантиметр. И нижняя часть, посмотрите, круг у меня выходит примерно на 0,6 сантиметра. Равномерно, не торопясь, просто прокладываем строчку на машинке. Ширина моей лапки 0,5 сантиметра. Вот я ориентируюсь на этот размер. И вот так, посмотрите, вот у меня получилось. Когда мы доходим до завершения круга, чтобы сомкнуть, я сейчас покажу, как это все аккуратно нам завершить. То есть вот здесь, смотрите, остаются хвостики. Я дохожу до начала и нужно остановиться прям иголка в иголку. Там, где мы начинали, там и заканчиваем. Посмотрите, вот так. Затем аккуратно смыкаем хвостики, выравниваем их и прокладываем строчку
И у меня остается небольшой здесь хвостик такой, я специально его оставила, потому что пускай будет чуть-чуть лучше больше на пару сантиметров, чем мне не хватит. Потому что бывали такие случаи, когда мне немножко не хватало, было обидно. И вот здесь, посмотрите, я срезаю, оставляю примерно 1 сантиметр на подгибку. Вот этот убираю хвостик. И здесь посмотрите, то есть этот припуск я вот так аккуратненько огибаю и подгибаю снова, вот так. И прокладываем строчку. Тем самым у нас получится закрытый и аккуратный шов. Смотрите, как получается. С лицевой, с изнаночной стороны. Все очень прилично выглядит. Теперь нам осталось закрыть шов. Вот здесь посмотрите то, что мы выпускали, примерно 0,6. Много не нужно здесь оставлять, чтобы не было излишней толщины. И аккуратненько таким образом подгибаем. Посмотрите, как я это делаю. Так, аккуратно подгибаю и в самый край на 0,1, на 0,2 настрачиваем. Посмотрите, вот так с изнанки выглядит, ровненько, и с лицевой стороны. Да, может показаться, что это более трудоемкий такой способ, но зато он без оверлока, без зигзага строчки, только на машинке. А здесь шов, посмотрите, который замыкает круг с изнаночной, с лицевой стороны, тоже все аккуратно. Сейчас им осталось поставить резинку. Я беру резинку, у меня она шириной 1 сантиметр. И посмотрите, как я ее пристрачиваю. Вот так вот я ее огибаю на 0,5 примерно. Потом еще раз подворачиваю. Делаю закрепку на машинке. И далее немножечко подворачиваю. Прячем все нитки в шов вовнутрь. Резинку вытягиваем хорошо. И прям в самый край по резинке настрачиваем. И все очень хорошо получается здесь. Посмотрите, какая аккуратная резиночка. И все закрыто. Не нужно никаких зигзагов, кулисок. Отличный способ. И так продолжаем по всему кругу настрачивать. То есть подворачиваем один раз, второй раз. Настрачиваем в самый край. И хорошо прям подтягивайте резинку. И в завершение сейчас покажу, как вам завершить, чтобы тоже было все аккуратно. Вот здесь посмотрите, мы дошли до начала резиночки, немножко я вот так натягиваю, излишки резинки я срезаю, но срезаю чуть побольше, потому что она же будет натягиваться у нас. И сколько получается, я ее так натягиваю и прячу просто вовнутрь. Продолжаю прокладывать строчку в самый край. Здесь получится буквально там 1,5-2 сантиметра прямой строчки. То есть здесь будет прямая кулисочка. Все достаточно аккуратно получается и хорошо смотрится. Вот, посмотрите, когда я завершила. Все ниточки срезаем. Вот так получается аккуратный закрытый срез. Все, резинка наша уже поставлена и простынь наша готова. Пойдемте мерить ее на матрас. Вот так она выглядит, простынь. Такие простыни я рекомендую шить на детские кроватки, да и даже на взрослые. Потому что простынь на резинке это очень удобно и практично. Она никогда у вас не сползет и будет только вас радовать. Давайте сейчас примеряем. У меня здесь матрас 75 на 75. Также у меня здесь еще на матрасник. И сверху я одеваю простынь. Она хорошо ложится, фиксируется на резиночке, никуда не скатится. Для моих любимых подписчиков магазин Unique Shop 24 предоставляет скидку целых 10% по промокоду Николаева. Вы можете вбить его на сайте, либо просто сделать заказ
в Инстаграме, либо ВКонтакте и сказать, что пришли от Николаевой. И вам сделают такую приятную скидку 10%. А посмотрите, такой лайфхак, как погладить простынь. Просто прямо на матрасе прохожусь немножечко утюгом с паром, и все. Посмотрите, все ровненько и аккуратно. И, конечно же, украшаем бортиками, либо косичкой. Эту косичку мы шили, также можете найти на моем канале. Спасибо вам за просмотр этого видео. Я надеюсь, вам было очень полезно. Ставьте реакцию на это видео, пишите в комментариях отзывы и всем пока-пока!